Слабый голос шестилетнего Томаса Харриса донесся из столовой большого дома в районе Кенсингтон, Лондон. Его отец, Дэвид Харрис, глава инвестиционной компании с многомиллионным состоянием, только что вернулся домой раньше обычного. Деловая встреча неожиданно сорвалась. Он хотел сделать сыну сюрприз. Но вместо радости он услышал холодный женский голос. «Пока не доешь все, никуда не уйдешь. Мне больно, я уже ел. Перестань жаловаться. Открой рот», — говорила Клаудия Риверс, жена Дэвида, с которой он был в браке меньше года. Дэвид тихо подошел к приоткрытой двери и замер. Томас сидел за столом бледный, вспотевший, с раздутым животом. Перед ним стояла огромная тарелка, а рядом еще несколько пустых. Клаудия стояла над ним с ложкой, силой подталкивая еду к его губам. «Что здесь происходит?» — резко спросил Дэвид. Клаудия мгновенно изменилась, натянуто улыбнулась. «Мы просто ужинаем». Дэвид увидел 3 пустые тарелки и 4-ю, наполовину полную. Сколько он съел? 3 порции. И должен закончить 4-ю. Дэвид поднял сына на руки. Томас застонал от боли. «Скажи честно, тебе плохо?» «Очень», — прошептал мальчик. «Так каждый день. С тех пор, как ты на ней женился». Томас рассказал, что его заставляли есть на каждом приеме пищи, иногда удерживая за столом до полуночи. Если он отказывался, его пугали, что отец подумает, будто он неблагодарный. Дэвид вызвал педиатра, доктора Уилсона. Осмотр был недолгим. «Ваш сын потребляет в 3 раза больше калорий, чем нужно ребенку его возраста. Это опасно. Его желудок сильно растянут. Это не забота, это насилие». Клаудия возмутилась, но врач был категоричен. Такое принудительное кормление может привести к серьезным физическим и психологическим последствиям. В тот же вечер Дэвид потребовал, чтобы Клаудия покинула дом и начал бракоразводный процесс. Вскоре правда стала раскрываться дальше. Учительница миссис Тейлор сообщила, что Томас засыпал на уроках, его держали за столом до поздней ночи. Мать школьного друга рассказала, что мальчик носил пакеты в рюкзаке, потому что его часто тошнило по дороге в школу. Инструктор по кулинарии мистер Грин подтвердил, Клаудия была одержима тем, чтобы ребенок съедал все до последней крошки. Расследование показало, Клаудия проецировала на ребенка собственные травмы, связанные с едой. Суд признал ее виновной в жестоком обращении с ребенком и обязал пройти терапию. Восстановление Томаса заняло месяцы. Он боялся еды, но с поддержкой отца и психолога-доктора Браун постепенно научился снова доверять своему телу. «Пап, я наелся. Можно не доедать?» «Конечно. Ты всегда можешь остановиться, если сыт». Через год Томас был здоров, физически и эмоционально. А Дэвид усвоил главный урок. Иногда опасность для ребенка приходит не в виде насилия, а в виде искаженной заботы. Теперь каждый прием пищи в доме Харрисов – это не страх, а спокойствие. Потому что настоящая любовь – это защита, даже когда угроза прячется за маской правильных намерений.